Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! С вами Хио, и сегодня мы будем шить платье на выпускной для кукол. Я постаралась выделить самые основные фасоны, актуальные в этом году, а также учла варианты комбинации деталей платьев друг с другом. И, конечно же, длину всех платьев вы можете регулировать по своему желанию. Для начала возьму простое платье в бельевом стиле. Чтобы края деталей из синтетических тканей не распускались, их можно аккуратно оплавить. Пришиваю боковые детали к передней. Подгибаю и прошиваю верхний край. На этом этапе можно подшить подол, но мне удобнее сделать это позже. Сшиваю детали спинки по центру, но оставляю сверху незашитыми примерно 3,5 см для застежки. После этого подгибаю и прошиваю припуск на одной из сторон. Другой край оставлю как есть, но проложу симметричную строчку. Подшиваю подол платья. В этот раз в качестве застежки я пришью бисер. А с другой стороны делаю петельки. Также я хочу сделать лямки. Для них можно использовать тонкую ленту или даже обычные нитки. Но я выкрою их из ткани платья. Чтобы удобнее было вырезать прямые полосы из скользких тканей, я вытягиваю длинную нитку, подцепив ее иглой. Затем от этой дорожки отмеряю 8 мм. И вытягиваю еще одну нить. Вырезаю полоску по этим дорожкам. Аккуратно опаляю все края. Теперь, отступив примерно 1 мм от краев, сшиваю их между собой потайным швом. Получается вот такая тонкая бретелька. Отмерив длину по кукле, пришиваю бретели на положенные места. Такое платье можно носить и само по себе, но я хочу немного его дополнить. Для этого возьму вот такую органзу. Подойдет любая прозрачная ткань, даже мелкая сетка. Это будет верхний слой, который может добавить воздушной дымки и в другие наряды.
На детали спинки делаю вертикальный разрез посередине для головы куклы. У меня это примерно 2,5 см. И также опаляю все края деталей и среза. Сшиваю детали переда и спинки по плечевым скосам. Загибаю припуски к спинке и прошиваю их. Подгибаю и прошиваю припуски горловины. И пришиваю застежку из бисера. Теперь прошиваю верх рукава швом вперед иголка мелкими стежками. И присбориваю его. Равномерно распределяю сборку и вшиваю рукав в пройму. Подшиваю манжеты. Сшиваю переднюю и заднюю детали по бокам вместе с рукавами. Следующее платье будет в пол с асимметричным рукавом. Для него я возьму тяжелый трикотаж. Сначала подгибаю и прошиваю припуски верхнего откоса платья. Затем сшиваю детали по плечу. После этого вшиваю рукав. Сам рукав буду сшивать не до конца, оставляю прорезь, но конечно же можно сшить и полностью. Край рукава подшивать не буду, так как моя ткань не распускается. Также прошиваю и боковую сторону. Противоположную сторону сшиваю примерно до середины бедра куклы, оставляя разрез. У меня это примерно 9 см от верхнего края. Выворачиваю, и платье готово. А следующее платье будет на запах. Для него я возьму тонкую атласную ткань. Сшиваю спинку и полочки по плечам. Подгибаю и прошиваю припуски по всей горловине вместе с откосами. Затем прошиваю и присбориваю нижний край рукава. Беру манжет и складываю его пополам. Равномерно распределяю складочки рукава и пришиваю манжет. Если кисти вашей куклы снимаются, то можно полностью зашить края манжета. А если нет, на края можно пришить застежку, например, из бисера или маленькие кнопки. В таком случае манжет не сшивается.
После этого вшиваю рукава в проймы. Складываю платье и прошиваю по бокам, но на помеченном расстоянии оставляю отверстие шириной примерно 5 мм. Свободные края полочек и подол я подшивать не буду, а просто оплавлю их. Теперь беру деталь пояса, срезаю угол и прошиваю его по изнанке. Выворачиваю. Буду сшивать края по лицевой стороне потайным швом, так же как бретели для первого платья. Прошиваю до конца, проглаживаю половинки пояса и пришиваю их на полочки под откос. Продевая пояс в отверстие на талии, можно запахивать это платье на любую сторону. И, конечно же, на выпускной можно сшить и женский костюм из моего предыдущего видео. Не бойтесь экспериментировать. Ну а вот такие платья на выпускной у меня получились. А свои работы по моим мастер-классам выкладывайте в Instagram с хэштегом HyoDollCraft. Надеюсь, это видео вам понравилось и оно было для вас полезным. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Бесконечного вам вдохновения и до новых встреч!